Лян был жалким неудачником, который живет в мире волшебных призраков и смертоносных духов вместе со своим отцом Као, который является защитником и лидером этот район, и его мать, которая только что родила его младшего брата Яна, потому что у его отца слабая игра на выбывание. Так же, как и он, даже его брат совершенно бесполезен и не обладает духовной энергией, из-за чего не только его отец, но даже его мама оставляют их посреди ночи, чтобы сходить за молоком. Он думает, что их родители скоро вернутся, но, как и мой отец, они никогда не возвращаются обратно. Более того, новым лидером района становится полный идиот по имени Лю, который ненавидит уродливых детей и заканчивает тем, что выбивает дерьмо из Ляна. Точно так же, как мой жестокий бывший. Он объявил себя новым лидером улицы и призвал своего духа, короля, чтобы тот продемонстрировал свои большие яйца ребенку без его согласия. Он просит Кинга сбросить мальчика со скалы, думая, что он просто дух, но узнает, что у него много сил. Скрытые магические силы. Пока Лу все еще думал, что делать, Янь начинает реветь как сучка, что раздражает Кинга, который хватает мальчика и пытается сбросить. Он находится за пределами мира духов, но Лян выхватывает его из его рук и прыгает в мир людей, чтобы спасти своего брата. Он разбивает лагерь под мостом и ворует в магазинах, чтобы выжить и прокормить своего брата. Но капиталистический владелец магазина из Америки не потерпит таких больших потерь, поэтому он посылает своего помощника за детьми. Помощник Эда находит убежище Ляна под мостом и умудряется убедить его, что он не враг. Он предлагает отдать его в сиротский приют, но Лян отказывается. Вы мне не отец. И отказывается от его предложения. Он каким-то образом выживает, как обычный бездомный, но однажды зимним днем Ян заболевает. Лян отвозит его в больницу, но китайское здравоохранение такое же дерьмовое, как и американское, и врач отказывается лечить его без денег. Не имея другого выбора, Лян идет в Ида и просит его отдать его в детский дом. Там Лян принимает приятную теплую ванну и сытно ужинает, но замечает, что его брат пропал, и отправляется на его поиски. Оказывается, Эда только что продал Ляна богачу-извращенцу и выбросил его брата Яна на помойку, где самое слабое место. Лян набрасывается на него, но Эда просто затыкает ему рот и передает его новому хозяину, который просит свою служанку избивать его до тех пор, пока он не повинуется ему. Даже после этого Лян отказывается покинуть своего брата и пробуждает спящего внутри него духа хранителя Юдзинь. Он сбегает из их дома, находит Аду, прежде чем заставить его раскрыть местонахождение своего брата, и грабит его ради денег. После того, как он нашел своего брата, он немедленно бежит обратно в больницу и бросает деньги в лицо доктору, приказывая ему немедленно вылечить Яна. С того дня прошло 4 года, и Ян и Лян сильно выросли. Они сами управляют магазином Кархил, избивают хулиганов с помощью Юдзинь и крадут у них деньги. Они также обновили свой образ жизни до версии для бездомных. Однажды Лян решает, что он достаточно силен, чтобы вернуть свой дом, и отправляется вместе с Яном, только чтобы узнать, что улица демонов превратилась в трущобы. А злые призраки свирепствуют повсюду и охотятся на невинных духов. Янь хочет стать героем и пытается спасти девушку, которую преследует призрак, но он только злит призраков, заставляя дух Ляна Юньцзиня спасать свою жалкую задницу. Лян просит глупую девочку позаботиться о ее уродливом брате, пока он присоединится к Юджин, чтобы сразиться с призраком. Они используют несколько комбинированных приемов, чтобы оттолкнуть призрака, а он в ответ бросает в них гигантский валун. К счастью, Юджин разбивает валун вдребезги, а затем отправляет призрака в полет, прежде чем Лян добивает его, швыряя на землю. Новость о возвращении братьев доходит до Лю, и он задерживает их у ворот улицы демонов вместе с армией призраков. Лян говорит Яню бежать и прятаться, а сам остается с Лю наедине. Лю вызывает Кинга, который нападает на Ляна, но Юдзинь останавливает его, используя всю свою силу, но недостаточно силен, чтобы победить Кинга, и его сбивают с ног. Лю смеется над ним за то, что он такой большой неудачник, и рассказывает, что его родители были убиты очень сильным духом. Это полностью разрушает Ляна, который остается там подавленным, пока его снова продают парню по имени Сантон, который является боссом Лу, в то время как Ян прячется с немым духом на некоторое время. Безопасность, как у жалкой бета-версии. Девушка с нулевой громкостью каким-то образом защищает его от призраков, скрывающихся вокруг, но из-за стресса и страха она начинает переходить на темную сторону. С другой стороны, Сантон отвозит Ляна на остров смерти, который похож на остров духов Эпштейна, где дети в возрасте от 5 до 18 лет учатся управлять своими духами-хранителями. У Ляна нет на это времени, поэтому он прыгает в море, чтобы спастись, но даже Гантель может плавать лучше, чем этот неудачник. Инструктор выловил его и отправил в воду, где он столкнулся с группой хулиганов. Он пытается призвать Юджина, чтобы разобраться с ними, но ничего не происходит, так как духовные силы отключены, как у Стивена Хокингса на этом острове. После этого хулиганы начинают надирать ему задницу, но беловолосый мальчик по имени Лю прибывает туда и вызывает 3 своих духов-хранителей, чтобы отпугнуть хулиганов. Лю узнает, что Лян хочет сбежать с этого острова, чтобы защитить своего брата, и предлагает помочь ему сбежать с него. Они поднимаются на вершину башни на острове, где Лия рассказывает, что единственный возможный способ сбежать из этого места – прыгнуть в море с такой высоты, как это. Это место не настоящее, а реальный мир находится на дне моря.
Он доверяет своему новому другу и прыгает в море. Он продолжает тонуть и благополучно выплывает в реальный мир, где его спасает рыбак. Он добирается автостопом до улицы демонов и думает, что наконец-то сможет снова увидеть своего брата, где узнает, что Лу стал диктатором и он принуждает нормальных духов к рабству. Когда они теряют надежду и превращаются в призраков, он заставляет их участвовать в играх с кальмарами, а затем набирает сильнейшего в свою армию. Мисс Нулевой Объем все еще прячет Янь, а старый дух сообщает их местонахождение Лю только для журнала Playboy. Призраки Лю находят их, заставляя Яна защищать от них Руту, но он бесполезен, как белый карандаш, и получает пощечину. Один призрак поднимает мальчика, чтобы прикончить его, но приходит ли он, чтобы спасти положение, и прогоняет призрака пинками. Пока он извиняется перед своим плачущим братом за опоздание, Юджин уничтожает всех призраков. Внезапно они замечают, что внутри Руты что-то щелкает, и понимают, что она обратилась к темному вздоху из-за своих страхов. Она нападает на Янь, но прежде чем она успевает это сделать, Лян приказывает Юдзинь ударить ее. Бедная Янь отказывается верить, что нежная Рута может превратиться в привидение, и начинает плакать. Лян просто хочет избавить ее от страданий, но Янь заявляет, что не позволит ему причинить ей вред. Лян говорит Юдзиню отпустить девочку, чтобы его брат мог извлечь урок. Когда она снова пытается напасть на Яна, он наконец понимает, что его брат прав. Затем Лян приказывает Юдзиню схватить девушку и покончить с ее жизнью, и он подчиняется. Немая девушка улыбается, когда она очищается, а сердце бедной Янь разбито. Ночью они роют для нее могилу и сажают туда цветок. Ян обвиняет Ляна в ее смерти и заявляет, что ненавидит его, Юдзинь и всех остальных духов-носителей. Он заявляет, что отомстит за Руту и однажды станет достаточно сильным, чтобы победить Ляна. Лян уважает его чувства и говорит, что в этот раз они были слишком слабы, поэтому они уходят, чтобы стать сильнее на тренировках. Они возвращаются на свою базу под мостом и начинают тренироваться, читая мангу «Драконий жемчуг» и «Наруто». Проходит несколько лет, и братья становятся сильнее вместе, тренируясь изо дня в день. И в конце концов они решают, что готовы вернуть себе свой дом. Они добираются до улицы демонов, и Ян спасает старика, над которым издевается группа призраков. Он легко расправляется с призраками, используя боевые искусства, но щадит их лидеров, чтобы рассказать Лю о возвращении истинного хозяина улицы демонов. Как только Лю узнает эту новость, он приказывает своей армии призраков расправиться с незваными гостями. Он тоже решает присоединиться к битве. Но к тому времени, когда его ленивая задница прибывает туда, Ян уже победил призраков, которых он послал. Лю вызывает Кинга на поединок, и Лян выходит вперед, чтобы сразить его. Лю приказывает Кингу атаковать их, а Лян вызывает Юдзинь, не выполняя танцевального движения, так как теперь он овладел своей духовной энергией. Юдзинь побеждает Кинга, в то время как Лян расправляется с Лю, а затем велит ему убираться восвояси. Затем Лян приводит своего брата обратно в их дом и обнаруживает, что на нем все еще есть таблички с их именами. Внезапно Лу приезжает туда на второй раунд. Он отламывает кусочек коры священного дерева и съедает его как запрещенный шоколад, что увеличивает все его характеристики на 100 очков. Он переходит в режим сверхэгоизма Вегеты и снова вызывает Кинга, чтобы напасть на мальчиков. Юджин немедленно встает на защиту своего хозяина, но Кинг теперь намного сильнее, и один его удар отправляет их в центр города. Юджину каким-то образом удается сохранить жизнь своему хозяину, пока Ян все еще находится на холме. Лю прибывает в центр города и продолжает атаку, а Лян и Юджин пытаются дать отпор, но они недостаточно сильны, и Кинг легко побеждает их. Лю поднимает раненого Ляна и избивает его, но тут появляется Ян и пинком впечатывает его в стену, спасая своего брата. Король бросается к своему господину, давая Яну и другим достаточно времени, чтобы убежать. Лу не ранен, но сейчас он в бешенстве. Чтобы быстро закончить бой, он скармливает кору священного дерева армии призрака, чтобы они могли стать намного сильнее. Один сверхсильный призрак находит братьев у ворот улицы демонов. Ян бросается в атаку, но его удар бесполезен против призрака, и Юджин вынужден вмешаться, чтобы спасти свою жалкую задницу. Лян хочет убраться с улицы демонов, но Ян видит, как разъяренные призраки отвергают город и убивают обычных духов. Он заявляет, что останется здесь, чтобы спасти свой народ, и Лян затыкает ему рот пощечиной Уилла Смита. Он хватает Яна и тащит его к воротам, а тот продолжает обзывать его трусом за то, что он сбежал. Однако в конце Лян говорит, что ему плохо, и выгоняет его за ворота, говоря, что защита улицы демонов – это только его обязанность. В то время как он полностью выбился из сил, на него нападает группа призраков, и даже Юджин ослаб после непрерывных сражений. Призраки надирают им задницу, которые связывают Ляна и отвозят его в Лоус-Хоум, который спрашивает его, где его брат. Когда Лайон отвечает, он швыряет его об стену, а Кинг просит своего хозяина позволить ему допросить мальчика. Он начинает издеваться над ним, нанося удары, такие же фальшивые, как в WWE. Лу доволен этим и просит Лиэн раскрыть местонахождение его брата. Он продолжает хранить молчание, но затем призрак сообщает Лу, что Ян находится в мире людей. Лю смеется и посылает своих головорезов привести мальчика к нему. За воротами Ян изо всех сил пытается снова попасть на улицу демонов, но у него ничего не получается, и он начинает плакать. Внезапно он чувствует чье-то присутствие, но не видит призрака, который пересек адские врата, чтобы напасть на него. Он думает, что сражается с Джоном Синой и легко терпит поражение. Служащий призрак хватает его, и Ян плюет на него кровью, чтобы сделать его заметным, но это длится недолго. Ян
внезапно понимает, что это пожарный гидрант, и ломает его, а из-за дождя становятся видны очертания призраков. Он пытается бороться с ними, но они все еще слишком сильны, чтобы он мог с ними справиться. Тем не менее, у него появляется идея, и он прыгает, чтобы сесть на лицо призрака, но не в извращенной манере. Он тащит призрака за собой в ворота и вскоре достигает дома Лю, шокируя всех. Лу просто смеется и подходит к мальчику, который нападает на него без предупреждения. Лю поиграл с Янем, прежде чем пнуть его в бок, а когда тот снова бросился на него, он ударил его кулаком и отправил рядом с братом. Они встали и внезапно начали комбинированную атаку на него, нанеся удар ногой в лицо. Лю расстроен и высвобождает свою духовную энергию, чтобы оттолкнуть Ляна назад, а затем нокаутирует Яна пощечиной. Они пытаются напасть на него снова и снова, но Лю каждый раз отталкивает их назад. Ян встает и говорит Лю, что он действительно ненавидит духов-носителей вроде него, которые думают, что они выше людей только потому, что их воображаемые друзья реальны. Лю хватается за голову, и когда Лян бежит ему на помощь, он спотыкается и наступает на него. Братья сопротивляются, и даже Юдзинь бросается им на помощь, но Кинг даже не пускает его в дом и продолжает избивать снаружи. Лю смеется над Янем, говоря, что даст ему шанс доказать свою ненависть к духам-хозяевам. Он стирает воспоминания Яна, и тот больше не может узнавать Ляна, но все еще испытывает к нему ненависть. Лишенный воспоминаний, Ян нападает на своего брата, и Лю бросает в него нож, чтобы облегчить ему задачу. Лян пытается остановить брата, но это бесполезно, и он поднимает нож. Ян нападает на него, а Лян уклоняется от его атаки, прежде чем сильно ударить его. Он говорит ему прийти в себя и продолжает говорить ему проснуться, даже когда Ян продолжает нападать на него. Лян не может дать ему отпор открыто, и лучшее, что он может сделать, это обезоружить своего брата и подбросить нож в воздух. Однако Янь пинает нож в сторону Ляна, и тот едва не попадает в него и попадает в священное дерево. Неподалеку Юйцзинь потерпел поражение от короля, но он все равно встает, чтобы помочь своему господину. Лю не хочет, чтобы он вмешивался в его веселье и велит Каину убить духа. Кинг делает предупредительные выстрелы в Юджина, но тот продолжает идти и не останавливается, даже когда ему пронзают ноги и спину. Он приближается к Ляну, но затем стрела пронзает его сердце, и он падает на колени. Тем временем Лян получил серьезные повреждения от рук Яна, и он истекает кровью на земле. Ян открывает рот, чтобы прикончить его, но как раз в тот момент, когда он собирается ударить его ножом, он внезапно останавливается и начинает плакать, спрашивая Ляна, кто он такой. Лян улыбается, когда говорит ему, что он его брат, а Ян в замешательстве, потому что до сих пор не может вспомнить его. Лян пытается напомнить ему о хороших и плохих моментах, которые они провели вместе. Янь верит ему, но внезапно Лу оказывается у него за спиной и вонзает нож, который Янь держал в руке, в сердце Ляна. Братья приходят в ужас, когда видят это, а Янь испытывает сильную боль. Он чувствует себя потерянным в темноте, когда внезапно слышит, как его брат поет колыбельную, которую он всегда пел, укладывая его спать. И когда он держит свой воображаемый палец, к нему возвращаются воспоминания. Однако уже слишком поздно, потому что Лян умирает сразу после этого, и Янь может только плакать. Лю говорит ему перестать плакать, а когда он не останавливается, он пытается ударить его. Как раз в тот момент, когда он собирается ударить его, молния духовной энергии почти пронзает его насквозь. Но Кинг спасает ему жизнь. Люк не может понять, откуда берется духовная энергия, потому что мальчик обычный смертный, но два духа-хранителя понимают, что происходит. Они понимают, что причина, по которой Ян мог проявлять духовную энергию до сих пор, заключалась в том, что он родился другим. Он родился с редким телом воина, которое позволяет человеку иметь более одного духа-хранителя. Видя это, Юджин понимает, что должен использовать запретное сокровище, которое он носит с собой, чтобы спасти Яна. Он ломает стрелы, пронзающие его тело, встает и достает шкатулку, которую держит за спиной. Он открывает ее, чтобы показать легендарный артефакт под названием Посох Ямы, который можно активировать, только пожертвовав жизнью. Посох начинает ярко светиться, и Юджин жертвует всей своей оставшейся духовной энергией, чтобы разблокировать его печать. Повязка, закрывающая посох, снимается, а затем он выбрасывает огромное количество духовной энергии, которая принимает форму 7 духов-хранителей. Дух по имени Кивчу спускается на землю и заявляет, что отныне он будет служить Яну. Юджу начинает распадаться и обращается с последней просьбой к 7 духам, прося их присмотреть за мальчиком от его имени. Сюйцу и другие духи решили поделиться своими силами с Янем и вошли в его тело, но не так, как это делают жрецы, и он закричал, подпитывая их силу. Там уже объявлен траур, и Ян опускает своего брата на землю, а сам встает, чтобы отомстить за него. Он призывает к себе персонал и вызывает Сюйчу. Они направляются к Лю, который потерял всякую надежду на победу, и обвиняет их в использовании чит-кодов. Он посылает Кинга напасть на мальчика, но Шушу ловит его, в то время как Ян приближается к Лю и наносит ему мощный удар, от которого тот врезается в свой дом. Ян подходит к дому, опускает посох на землю и поджигает все, к чему прикасается. Лю умоляет его не подходить ближе, но Ян продолжает нападать на него. Лю блокирует его удары, но затем Ян бьет его своим посохом и комбинирует удары ногами. Он настигает его на середине траектории и наносит еще один мощный удар, от которого тот врезается в свой мини-бар. Лю находит разбитую стеклянную бутылку и нападает на Яна с ней, но тот бьет его своим посохом, чтобы тот смог убежать домой. Затем
Затем он прыгает на него сверху и начинает бить его по лицу, пока тот не пробивает крышу. Дом горит и рушится вокруг них, выпуская на волю злых духов, которых Лю держал взаперти в своем подвале для экспериментов. Лю открывает ворота, и злые духи нападают на Яна и прижимают его к земле, а он высвобождает свою силу и сносит их вместе с самим домом. Чу-Чу и Кинг увидели взрыв как раз вовремя и бросились к дому, чтобы защитить своих хозяев. Чу-Чу успешно защищает Яма от падающих обломков, в то время как Кинг подхватывает Лю и убегает в безопасное место. Внезапно они слышат топот бегущей к ним лошади и обнаруживают, что к ним приближается Сюй-Чу с гигантским леденцом на палочке. Лу близок к Лулу и приказывает королю сразиться с ним, и у духа нет другого выбора, кроме как подчиниться. Его разбивает гигантская леденцовая булава, а свирепый Чу приказывает ему остановиться, иначе он будет полностью уничтожен. Люк все еще продолжает уговаривать его сражаться, и его голос привлекает всех призраков, которых они используют, чтобы служить ему, и они тоже хотят заполучить его частичку. После того, как они окружили его, Люк может только позвать Кинга на помощь. Несмотря на то, что он сам был при смерти, Кинг бросается на помощь Лу, начинает сражаться с призраками и побеждает их всех. Однако при этом он истощает всю свою духовную энергию и начинает распадаться. Лу не может в это поверить и теряет рассудок в тот момент, когда его дух-хранитель исчезает. Ожерелье, доказывающее, что он лидер, улетает от него, и поэтому Чу решает избавить его от страданий. Янь прибывает туда в последний момент и не дает Шу раздавить жалкого человека. Вместо того, чтобы убить его, он бросает его в мир смертных, говоря, что смерть будет для него легким наказанием, а вы должны страдать всю его жизнь. Снаружи Люк продолжает вести себя как важная шишка и сразу же затевает драку с местными гангстерами, которые были бы пополам с вами. Смерть. Внутри Йен сидит на куче обломков, держа в руках имена своего брата и самого себя, ожидая, когда дух Ляна появится на улице демонов. Наконец, спустя 7 дней правители призрачного мира решили сделать его следующим лидером улицы демонов и послали своих людей. Представитель Сантанг хочет поговорить с ним. Янь не хочет с ним разговаривать и приказывает Сюйцу прикончить его, но Сантанг говорит ему остановиться, поскольку он здесь для того, чтобы заключить сделку от имени призрачного мира. Внезапно Янь услышал голос Ли и обернулся, чтобы увидеть духовную форму своего старшего брата. Он подбежал, чтобы обнять его, и начал плакать, а через некоторое время Сантанг сказал ему, что теперь он лидер улицы демонов. Однако для этого есть одно условие. Ян должен отправиться на остров глухих, чтобы завершить свое обучение и овладеть своей духовной энергией, чтобы стать настоящим лидером. Лян остается защищать свой дом и желает своему младшему брату удачи после эмоционального прощания. Ям завершает свое обучение на острове смерти, а затем возвращается домой, когда становится старше Лана, который не смог вырасти, потому что теперь он его дух. После этого оба брата обещают вместе присматривать за своей улицей демонов. 10 лет спустя их нормальная жизнь будет прервана женщиной по имени Сия. Она безработная китаянка-неудачница, которая стала слишком старой, чтобы работать в патагонной мастерской и не смогла найти настоящую работу. В свой первый день поиска работы она столкнулась с очень сомнительной гадалкой, которой является никто иной, как Сантом. Поскольку она отказалась верить в его астрологическую чушь, на нее наехал раздражительный парень из службы доставки еды, который вытряс из нее немного наличных. А затем сказал ей быть благодарен судьбе за то, что он не водитель грузовика. После этого за один день ее отвергло больше людей, чем меня за всю мою жизнь. Ночью, когда она думала о том, чтобы завести только для фанатов, ей пришло сообщение о срочном собеседовании на работу. Тупица Сия немедленно мчится по адресу, указанному в сообщении, и добирается до места под названием Улица демонов. Несмотря на то, что улица явно выглядит как более страшная версия улицы Они, она тупо заходит внутрь, не осознавая, что пересекла невидимое силовое поле. Только после нескольких минут ходьбы она понимает, что ей крышка. Это никогда не было собеседованием при приеме на работу, и ее вызвали на работу либо для того, чтобы разобрать и выставить на продажу в темной паутине, либо для того, чтобы похитить и отправить на остров Эпсиан. Она выходит из себя и пытается убежать, но похоже, ее чувство направления – точная копия Вару на Азуру. Она заблудилась на прямых улицах как слабоумная, и когда она проверяла свой смартфон, она столкнулась с призраком. Статистика говорит, что это реквизит для фильма, но затем призрак внезапно нападает на нее, и когда она отползает назад, она находит свою руку там, откуда они пришли. Она понимает, что попала в просак, и начинает убегать, не подозревая, что кто-то заметил ее и призраков. Призраки раздевают ее и начинают приближаться, чтобы запустить в нее поездом. Но затем внезапно их головы пронзают ножи, и они падают. Эса поднимает глаза и видит мужчину, держащего в руках огромный завернутый в бумагу флонг, который он использует для ночных забав, а рядом с ним его брат, размахивающий ножами. Мужчина с гигантским флонгом – никто иной, как Ян, который вырос и стал мужчиной Сигмы, в то время как его брат Лян – мужчина Сигмы. Все по-старому. Ян спрыгивает на дорогу и создает гигантский столб пламени, когда приземляется, прежде чем уничтожить зомби в мгновение ока. Дерьмовая последовательность боя при 3G. Тем временем Лиан подходит к Сия и спрашивает ее, что она здесь делает, так как это адская улица, куда обычным людям вход воспрещен. Затем он говорит ей, что его брат – лидер стражи этого места, который охотится на призраков, используя свою огневую мощь. Когда Сия слышит его голос, она внезапно узнает в нем утреннего курьера Юба Итс. Он тоже узнает ее, и они начинают ссориться друг с другом. Ян говорит, что она нужна ему, чтобы оплатить ремонт его велосипеда,
а если у нее нет наличных, то подойдет и Гуак-Гуак 3000. Сия называет его хищником и начинает проклинать, а тем временем туда приезжает большой папа призраков. Ян замечает босса и идет ему навстречу. Он удивлен, обнаружив, что босс призрак высокого уровня, который даже может говорить, и он отвечает, что его армия здесь для того, чтобы захватить власть на улице. Ян просто смеется над ним, говоря, что даже женщины-комики смешнее его. Он заявляет, что среди различных адских улиц улица демонов самая опасная. Он является лидером этого места, и он не собирается позволять каким-то призракам приходить и отнимать у него его территорию. Призрак заряжается своей духовной энергией, но Ян атакует его первым своим гигантским шлангом. Босс-призрак отталкивает его назад, а затем бросается на него, но Ян быстро уворачивается и заходит ему за спину, после чего тот врезается в соседний дом. Босс не собирается сдаваться и снова бросается на Яна, проводя серию быстрых атак. Однако снова оказывается быстрее него, и он снова заходит ему за спину, чтобы оттолкнуть его ногой. Они продолжают сталкиваться, и кажется, что их силы равны, но затем босс-призрак получает шанс сбить Яна с ног. Он бросается, чтобы нанести завершающий удар, но Ян ударяет своим шлангом о землю, создавая вокруг себя огненную сферу, которая отклоняет призрака, он атакует и уничтожает свое оружие. Ян быстро перемещается за спину призрака, а затем поражает его выстрелом из пушки в упор. Ся становится такой мокрой, что НАСА может послать исследователя Марса ей между ног, когда она видит его мощь, а Янь ведет себя самодовольно. Однако борьба еще не закончена. Гигантская змея появляется из огня и нападает на него, унося его в небо. Босс-призрак применил свою последнюю атаку, превратив свою руку в змею, чтобы атаковать Яна, и внезапно одержал верх в битве. Он продолжает атаковать и отталкивает его назад, но затем Ян хватает змею и размахивает ею, что является довольно точным изображением меня. Каждую ночь Ян впечатывает босса-призрака в здание, но это заставляет его потерять бдительность. Гигантская змея атакует его с земли, и пока Ян пытается увернуться от ее атаки, призрак наносит удар сверху. Босс-призрак снова бросается на него. Он пинает его ногами, бьет своей змеей, а затем протаскивает его через 3 бетонных этажа. Босс-призрак думает, что он победил, и заявляет, что теперь он босс этого региона, так как у него здесь самый большой сник. Затем он приказывает своим лакеям повеселиться, убивая девочку и мальчика, и Сия думает, что теперь они действительно обречены. Запинаясь, она слышит голос Яна, когда он выходит из-под обломков, как будто он гробовщик. Он поднимается и говорит боссу, что правители призрачного мира выбирают людей в качестве стражей адских улиц только потому, что у них есть возможность заключить контракт с духами-хранителями, и с их помощью они становятся непобедимыми. Ян заявляет, что он не хотел использовать его, но теперь у него нет другого выхода, кроме как выпустить на волю своего духа-хранителя. Он вызывает своего духа, Сюйчу, гигантского пылающего рыцаря, который размахивает своим леденцом с гигантской задницей. Ян приказывает Сюйчу прикончить призрака, и тот немедленно сокрушает его своей тяжелой булавой. Сила атаки настолько велика, что она разрушает улицу, сметает всех призраков на своем пути и создает лавовую яму на дне. Оставшиеся призраки слишком напуганы, и когда Ян заявляет, что эта улица его территория, они все падают на колени перед ним. Увидев все это, она теряет сознание, и ей снится сон, в котором на нее смотрит пара глаз, закованных в цепи. Она просыпается в холодном поту, а затем замечает, что все еще находится на адской улице. Она выходит из себя и спрашивает, значит ли это, что она мертва, но Ян говорит ей, что пока нет. Он сообщает ей, что каждая улица ада защищена духовным барьером, через который обычные люди не могут проникнуть. Если они это сделают, лидер улицы имеет полное право использовать свои физические способности, чтобы поджарить их мозги и превратить их в овощи. Ян активирует свои психические способности и угрожающе приближается к Сия, обещая быть с ней нежным. Она в ужасе и умоляет его остановиться, и он внезапно говорит ей, что есть один случай, когда люди могут попасть на адскую улицу. И это если они являются носителями духов и могут связаться со стражем духи. Поскольку Ян не может ощутить никакой духовной энергии, исходящей от Сия, у нее вот-вот поджарятся мозги, когда она швырнет в него своей сумочкой. Он сердито отбрасывает ее в сторону, и ее документы разлетаются во все стороны, а на стол Лиан падает необычная черная карточка. Он читает ее и показывает своему брату. Ян потрясен, увидев имя Сантан, которую Сия вспоминает как сомнительную гадалку, с которой она познакомилась ранее. Ян теперь что-то подозревает и просит Сия объяснить, как именно она сюда попала. Она показывает ему полученное сообщение, в котором ее зовут на собеседование, и братья понимают, что это психическое послание, отправленное ей Сантонгом. И это означает, что девушка обладает некоторой духовной силой. У Яна также есть кое-какие старые счеты с Сантонгом, и видя, что Сё стала еще одной жертвой его проделок, он решает жалиться над ней и отправить ее обратно домой. Он выводит ее на улицу и говорит, чтобы она села на его велосипед и крепко держалась за него, чтобы он чувствовал легкое покачивание, когда сломается. Они выезжают на улицу, и Сиф обнаруживает, что адская улица — это целый город. Ян объясняет, что изначально это была всего лишь одна улица,
но с тех пор, как увеличилось население людей, увеличилось и население духов. Он добавляет, что правители призрачного мира обязаны направлять духов на другую сторону. Однако из-за огромной проблемы с населением, духам приходится ждать так долго, что многие из них теряют надежду и становятся злыми, как призраки, которых они встретили прошлой ночью. Долг таких лидеров, как Ян, состоит в том, чтобы не позволять злым духам нападать на обычных духов и обычных людей. Он рассказывает ей какую-то безумную теорию о мультивселенной и о том, что существуют миллиарды адских улиц и такое же количество лидеров, которые должны присматривать за находящимися там духами. Затем Ся спрашивает его о гигантском духе, которого он вызвал вчера, и Янь снова вызывает его, чтобы покрасоваться перед ней. Чу-Чу появляется верхом на гигантском пылающем коне, как наездник побережья из другой вселенной. Ян утверждает, что только те люди, у которых есть сильные духи-хранители, могут стать лидерами улиц ада, и тогда они получают приоритет для входа в загробный мир. В то время как обычным людям приходится стоять в очередях, которые длиннее, чем обычно. Строки в день выхода нового iPhone. Внезапно он останавливает мотоцикл, так как в окрестностях бродят множество призраков. Янь говорит Ся, что адская улица находится в центре города, где находится его дом, и чем дальше они от него отъезжают, тем больше шансов встретить призраков. Он говорит ей крепко держаться за него, пока он едет прямо сквозь орду призраков, сбивая их направо и налево. Су-Чу следует за ним по пятам, добивая всех призраков, которых сбивает с ног его хозяин. Затем Ян резко поворачивает налево и выходит на улицу шириной со среднестатистическую ванную комнату в Нью-Йорке. Велосипед с трудом пересекает узкую улицу, а затем подпрыгивает в воздух, прежде чем приземлиться на лестничный пролет. У Яна, вероятно, начинается нервный срыв, когда он чувствует, как два меча бьются о его спину во время подъема по лестнице, и он решает въехать прямо в стену перед ними. Сия опасается, что это будет глупый способ получить Иза Кейт. Но оказалось, что это какое-то дерьмо в стиле Гарри Поттера, и велосипед пересекает стену, чтобы попасть в сферу морали. Ян отвозит Шаю домой, и он вряд ли обрадуется простой благодарности, потому что братан жулик. Она неохотно платит ему, а затем спрашивает, называет ли этот человек Сантонга, чей центр на улице также является лидером, и Ян отвечает, что это не так. Сантонг — это тот, кого правители призрачного мира послали в мир людей, чтобы найти людей, которые могут стать духами высокого уровня хозяева. Сик не думает, что она представляет собой что-то особенное, но Ям что-то пишет на своей руке и показывает ему. Она может прочитать светящуюся букву, но проходящий мимо студент ничего не видит. Ян объясняет, что он использовал психическую силу, чтобы написать послание, и только духи-носители высокого уровня могут его увидеть. Он верит, что внутри Сиа спит дух-хранитель высокого уровня. Даже если она может этого не осознавать, со временем этот дух даст о себе знать через какие-то странные сны. После этого Ян говорит Сиа, чтобы она больше никогда не приходила на улицу демонов, потому что он не хочет иметь ничего общего ни с ней, ни с Сантонгом. Ему все равно, был ли этот человек послан самими повелителями призрачного мира, и единственное, что он знает, это то, что улица демонов — это его территория. Услышав эти слова, Зия почувствовала, как у нее в штанах начинается ливень, и она может только смотреть, как Ян уходит. По ночам Зия может думать только о его словах о том, что у нее есть дух-хранитель высокого уровня, но, возможно, она никогда не увидит этого нормально. Ее это раздражает, и она решает погуглить 101 способ пробудить вашего духа-хранителя. Но все, что она получает, это несколько несвязанных объявлений и несколько мошеннических веб-сайтов. Несмотря на это, она решает попробовать и начинает съеживаться перед зеркалом. Она думает, что она волшебница или что-то в этом роде, и призывает своего духа-хранителя, но, конечно, ничего не приходит. Она пробует все, что в ее силах, от крылатых фраз «могучий рейнджер» до патронума ожидания, но в результате ничего не получается. Она падает в постель, удрученная тем, что она неудачница, которая ничего не может сделать правильно, и начинает фантазировать о Яне. Это наталкивает ее на мысль, и она понимает, что он может научить ее вызывать своего духа-хранителя. И вот, как слабоумная, она снова отправляется ночью на улицу демонов. К счастью, одна из клеток ее мозга возвращается из отпуска, и, опасаясь, что призраки могут снова напасть на нее, она решает не заходить туда. Сия считает, что жизнь, полная приключений, не для нее, и она должна быть просто безымянной статисткой, которая живет и умирает, ничего не создавая. Любое воздействие на мир. На следующий день она снова отправляется на ярмарку вакансий, и, наконец, ее выбирают, когда она дает слегка симпатичному рекрутеру подзатыльник под столом. Вечером она празднует получение своей первой работы и выбрасывает копии своего резюме. Она нашла среди них брошюру Сантона и решила, что теперь она ей не нужна, поэтому выбросила ее в окно. Однако брошюра адресована роботу прямо из серии фильмов «Терминатор», и он может ощутить исходящую от нее некую духовную энергию. Он сканирует местность и обнаруживает, что она исходит из окна Сиа, и он решает задержать ее. В своей комнате она говорит, что создает воображаемые сценарии, как это делает большинство из нас перед сном, как вдруг она замечает робота-терминатора в своей комнате. Она приходит в ужас, увидев его, а затем робот внезапно хватает ее за шею и прижимает к стене. Робот сканирует ее, пока душит, и находит в ней что-то необычное. Робот уже собирается покончить с ней, как вдруг кто-то хватает его за голову и разбивает ее как яйцо. Ян падает на пол и обнаруживает, что тот, кто спас ее, был Сантон, дерьмовый предсказатель судьбы. Он говорит ей, что робот-терминатор был послан группой под названием Корона, которая хочет украсть дух ее хранителя. Она ему не верит, но у нее нет времени выяснять подробности, так как в ее комнату начинает входить группа роботов.
Сантонг сбрасывает свой плащ, готовясь сразиться с ними, и велит Сиа немедленно бежать на улицу демонов. Она убегает, пока Сантонг сражается с роботами. Сиа пытается подняться на лифте, но роботы уже там, а ей слишком лень подниматься по лестнице до самого конца. Первый этаж, так что вместо этого она взбегает наверх и оказывается на крыше. Она забаррикадировалась там, но роботы забрались на нее снаружи, потому что в них заложены гены Человека-паука. Они окружили ее, а затем дверь на крышу распахнулась, и оттуда вышел другой робот. К счастью, Синтонг быстро уничтожил его, а затем атаковал других роботов, чтобы обезопасить бесполезную Сиа. Однако роботов слишком много, чтобы даже он мог справиться с ними, и они с Сиа прижаты к краю крыши. Она спрашивает его, что теперь делать, и он просто сталкивает ее с крыши, надеясь, что Грабитян не отправит ее в мир Ишикади. К счастью, она упала в лифт для мытья окон, и Сантонг перерезал веревки, чтобы быстро спустить ее вниз. Благодаря тому, что он держал веревку, она не умерла от удара. Сантонг затем говорит ей бежать на улицу демонов, так как там она будет в безопасности, и Сиа бросает один взгляд на ползущих к ней роботов, прежде чем убежать. Когда она проклинает своего духа-хранителя за то, что он втянул ее в эту неразбериху, она даже не узнает Трака Куна, который идет за ней. Но затем, к ее удивлению, она становится первой женщиной во вселенной, победившей непобедимого Трака Куна. Ся дрожит на земле, когда Сантонг догоняет ее. Она говорит ему, что ее дух-хранитель защитил ее от грузовика. Вскоре после этого они подъезжают к дому Янь в центре улицы демонов, и Сантонг говорит Сио, что сейчас это самое безопасное место для нее. Лян приглашает ее войти, и Сия хвалит его за то, что он джентльмен, в отличие от своего брата-идиота. Как раз в этот момент появляется Ян, и ему не нравится, что Сия ворчит у него за спиной, когда пьет чай в его доме. Затем он спрашивает, почему она здесь, хотя он ясно сказал ей никогда не возвращаться, и она указывает на Сантонга, который привел ее сюда. После этого Лян показывает Ся таблички с именами всех членов своей семьи, привязанные к священному дереву перед их домом, в то время как Санг просит Цзянь сделать это. «Тренируй девочку». Он отказывается, говоря, что не руководит никакой школой, и если девочке нужно пройти обучение, она может отправиться на острова смерти. Однако Сантонг напоминает ему, что на островах смерти действуют те же правила, что и на островах Эпштейна, и Сия слишком взрослая, чтобы ее туда отправлять. Она исправляет только старую часть их разговора и начинает набрасываться на Яна за то, что он говорит о ее возрасте как типичная женщина. Она утверждает, что считает себя ребенком и может делать все, что могут другие дети. Сантонг прекращает их ссору и говорит Яну, что даже если он не хочет тренировать шиитку, он хочет, чтобы она осталась с ним на некоторое время, потому что за ней охотится корона. Он добавляет, что увеличение числа злых духов, которые становятся все более могущественными, чем когда-либо, также связано с короной. Сантонг говорит, что это принесет неприятности призрачному миру и его правителям, и как лидер Ян должен сделать все возможное, чтобы помочь. Он отказывается делать больше, чем необходимый минимум, чтобы сохранить свою работу, потому что он взялся за нее не ради призрачного мира в первую очередь. Он просто хотел сохранить улицу демонов в безопасности, потому что это был его дом, и он не собирается высасывать мертвечину, чтобы сохранить ее. Это работа. Ян отказывается быть няней Сиа, и она набрасывается на него, говоря, что она сильная независимая женщина, которая может делать все, что угодно. Самой заниматься домашним хозяйством. В то время как она попалась на самый старый трюк в книге, Ян говорит ей, что если она хочет остаться здесь, она должна работать неоплачиваемой горничной. Ему нравятся его извращенные фантазии, когда он заставляет ее одеваться как горничную и прислуживать ему и его брату. Она делает все, что ей говорят, и Ян звонит в колокольчик всякий раз, когда ему нужна ее помощь. Он даже хочет, чтобы она занялась доставкой еды, чтобы он мог просто валяться без дела весь день, но Ся этого не хочет. Даже Лян говорит своему брату, что отправлять девушку в мир людей будет рискованно, так как ее разыскивает корона. Ян отказывается от идеи отправить ее на улицу, но он по-прежнему называет ее пустой тратой времени, точно так же, как мои родители называют меня. Посмотрите, придет ли она в ярость, услышав это, и сорвет с нее униформу горничной, сказав, что заплатит ему, если он захочет денег. Ян становится жадным и решает взимать с нее высокую арендную плату, но оказывается, что он понятия не имеет о арендной плате в своем городе, и он просит денег. Примерно $100 в месяц. Ся в шоке и вместо этого дает ему $200, и получив их, Янь сразу же становится женоподобным и начинает обслуживать ее. Ситуация изменилась, и на этот раз именно она звонит в колокольчик, чтобы отдать ему распоряжение. Ян устал к концу первого дня, а Лин просто смеется над ним за то, что он продал свое тело всего за $200, как и думал единственный фанат. Затем он спрашивает ее, почему корона охотится за девушкой, и они вызывают Сантона, чтобы тот дал им несколько ответов. Он отвечает, что это из-за могущественного духа хранителя Сиа и эликсира возрождения, который содержится в этом духе. Эликсир может возвращать мертвых к жизни, и Сантан говорит Яну, что если он сможет помочь Сиа вызвать ее хранителей и быть на ее стороне, она может дать ему шанс. Пара капель, которые могли бы вернуть тех, кого он хочет. Ян не до конца доверяет Сантангу, но он считает, что это шанс, которым стоит воспользоваться. На следующий день Сиа звонит в колокольчик сразу после пробуждения, надеясь, что Ян сделает ей массаж, но он не приходит. Так вот, она вышла на улицу и увидела, что он смотрит
смотрит на дерево. Она спросила его, слышит ли он еще звон колокольчика. Он бросил ей связку грязных тряпок и сказал, что сейчас они начнут ее тренировать. Он сразу же отвел ее под мост, где раньше жил сам. Янна велела Сии задерживать дыхание под водой как можно дольше, но она вынырнула, тяжело дыша, всего через несколько секунд. Она попыталась разыграть женскую карту и сказала, что девушки не могут задерживать дыхание слишком долго, и Ян сказал ей, что пара поисков на хабе мы немедленно докажем, что она ошибается. Он говорит ей перестать быть слабачкой и спуститься вниз, если она хочет вызвать своего духа-хранителя. Следующий шаг обучения – нести тяжелый черепаший панцирь на спине вверх по склону, и после этого он учит ее кусать себя за большой палец, как это делают в каждом втором аниме, когда они поднимаются. Нужно что-то вызвать. Далее Сия должна научиться владеть мечом Асты из черного клевера, а после этого она тренируется, чтобы стать Рараноо Зора. Позже Ян учит ее, как ломать дерево ударами головы, но единственное, что она ломает, это свой нос. В конце концов, сидение истощается, но Лян говорит ей, что это правильный метод тренировки, как написано в священных книгах. Ся интересуется поиском каких-нибудь серьезных руководств по кунг-фу, но злится, когда обнаруживает, что Ян тренировал ее с помощью One Piece и манга «Драконий жемчуг» в качестве ссылки. Она тут же звонит Сантонгу, чтобы пожаловаться как Карен, и говорит, что Ян учит ее, основываясь на том, что он видит в комиксах. Она жалуется, что это очень важно, что он не учит ее должным образом, но Сантонг принимает сторону Яна и говорит, что метод обучения должен решать он сам. Услышав это, Сия заявила, что больше не может оставаться в этом месте, и попросила Сантонга взять ее с собой. Он отказался, сказав, что выполняет опасную миссию по поиску скрывающегося преступника, которого заметили неподалеку. Ян интересуется этим делом, и когда Сантонг говорит, что преступника зовут Ландау, и он и его брат взволнованы, потому что он тот самый человек, ответственный за смерть своих родителей. Сантонг говорит им, чтобы они успокоились, потому что это скорее всего фейковые новости, и они не смогут найти настоящий длинный диск, даже если попытаются. Когда Тки уходит, Ки расстраивается, потому что он ничего для нее не сделал. Она отказывается верить в ту чушь, которую продает Ян, поскольку все, что он ей говорит, это то, что всего можно достичь, если верить в свои цели. Он также больше не имеет дела с ее истериками и говорит, что человек, который не может поверить в себя, не может верить ни в кого. Он не хочет помогать таким безнадежным неудачникам, как он, и Сия ошеломлена, потому что уже несколько месяцев никто не давал ей такой проверки на реальность. По ночам она может думать только об этом, и вдруг слышит вдалеке грохот. Ся выглядывает из окна и видит дым, поднимающийся над частью города, и идет посмотреть, что происходит. Лян говорит ей, что это нападение злых духов, и просит ее пойти с ними, чтобы посмотреть, как они справляются с этим, потому что это тоже часть обучения. Янь говорит, что нет необходимости тащить с собой такой тяжелый груз, как она. Он уезжает вместе с Лианг на своем велосипеде. Ся сейчас в бешенстве, поэтому она решает последовать за ним просто назло. Янь и Лян добираются до места происшествия, размахивая гигантскими бинтами. Он спрыгивает вниз и призывает своего духа-хранителя Сюйчу, и они начинают вытирать пол вместе с призраками, одного за другим. Йемен подпрыгивает высоко в небо и начинает мощную атаку на призраков, показывая им Оппенгеймера в 4000. Когда он спускается, огонь гаснет, а призрак пытается напасть на него, но Лян убивает его кинжалом. Затем он присоединяется к своему брату и сообщает ему, что уровень и количество нападающих на них призраков увеличивается. Как сказал им Сантон, это как-то связано с короной, и Лян думает, что они проводят эксперимент, чтобы проверить, насколько сильна защита улицы демонов. И обвиняет во всем Шиита, так как он начинает сражаться со следующей волной призраков, и вскоре Сия тоже прибывает туда и видит, как он сражается. Когда она чувствует, как река Амазонка хлещет у нее между ног, Леон подходит к ней и говорит, что ее брат не всегда был таким сильным, и не был ли рядом с ним сильный Сучу. Внезапно к ним сзади подкрадывается призрак, и Леон вырубает его одним ударом, прежде чем сказать Шая, что размер тела не имеет никакого отношения к истинной силе. Он поднимает меч призрака, которого только что сбил с ног, и атакует окружающих их призраков, чтобы показать Сия, что истинная сила приходит от веры в себя. Он сбивает с ног нескольких призраков мечом, а затем отбрасывает его, чтобы использовать свои удары для борьбы. Призраки не могут сравниться с ним в скорости, и ложь легко побеждает их. Затем он бросается к Сия, которая не подозревает, что к ней приближаются призраки, и спасает свою бесполезную задницу. Затем он читает ей лекцию, говоря, что если она поверит в себя и приложит много усилий, то сможет стать сильной, даже если будет следить за любым комиксом. Похоже, что в семье царит традиция рис, и Сия считает, что даже Лян достаточно мужественен, чтобы исполнить ее желание. Вскоре Ян расправляется со всеми призраками, и на этом все заканчивается. На следующий день Сия возобновляет тренировки с полной отдачей, и теперь она может задерживать дыхание более чем на 3 минуты за раз. Янь довольна этим и заявляет, что готова практиковаться в вызове духовного хранителя. Позже, когда Сия медитирует под гигантским деревом, она видит еще один проблеск своего запечатанного духа-хранителя, и когда он пытается приблизиться к ней, она мочится в штаны и прерывает медитацию. Лея здесь, чтобы поддержать ее, и она спрашивает, как прошла ее встреча с духом-хранителем. Она отвечает, что дух выглядел раздраженным, и Лян находит это странным. Он объясняет, что духи-хранители в основном проявляют себя, когда их хозяин в опасности, и Сия сразу вспоминает, как он спас ее от рака Куна ранее. Она думает, что должно быть сделала что-то, что расстроило духа, и решает спросить Яна об этом позже.
позже. Говоря о Яне, она понимает, что в последнее время он часто пропадает из дома, и Лан говорит, что это потому, что он ищет преступника по имени Лонг Дао. Ян путешествует по городу, связываясь с другими лидерами, чтобы узнать, есть ли у них какая-либо информация о Лонг Дао. Один из лидеров, который находится с ним в хороших отношениях, говорит, что он ничего не слышал о преступнике, но советует ему держаться от него подальше, поскольку это дело подпадает под юрисдикцию полиции. Призрачный мир. Ян не сторонник правил и авторитета, поэтому он продолжает следить за Лонг Дао, расспрашивая как стражей, так и простых людей, не видели ли они где-нибудь этого человека. Пока он расспрашивает служащего бензоколонки, член королевской семьи шпионит за ним с помощью робота. Он считает, что сейчас самое подходящее время напасть на Сиа, поскольку рядом с ней нет ее телохранителя. Но тут перед его роботом проезжает грузовик, и как раз в это время Ян исчезает из виду. Он едет прямо за роботом, потому что давным-давно заметил, что тот следует за ним. Янь отрубает роботу голову, а затем замечает, что даже Сантонг прячется поблизости. Он спрашивает Санга, почему тот следует за ним вместо того, чтобы найти Лонг Дао, и тот отвечает, что Янь уже выполняет свою работу. Лонг Дао убил родителей Яна и оставил его, чтобы он стал Бэтменом без наследственного богатства, и теперь он хочет отомстить ему. Сантанг говорит ему, что никто не мог найти его более 10 лет, и вдобавок ко всему нет никаких конкретных доказательств того, что он убил Янаева родителей на первом месте. Именно поэтому он хочет, чтобы он сосредоточился на защите Сиа от короны, поскольку они слишком усердно пытаются достучаться до нее. Сантанг считает, что организация может найти способ проникнуть на Адскую улицу без духовных сил, и чтобы выяснить, что они замышляют, он решает взломать систему робота. Он смог связаться с офицером королевской полиции, который много знает о том, как работает Хелл-стрит. Сайтан говорит ему, что не по-мужски скрывать свое имя в бою, но злодей просто оттягивает его, говоря, что он уже выиграл бой. Он говорит Джану, что Сиа небезопасен даже на его улице демонов, потому что, хотя он и не может войти на нее, он может найти кого-нибудь, кто сможет это сделать. Тем временем Сид все еще пытается медитировать, даже по ночам. Лян спрашивает ее, не может ли она уснуть, потому что беспокоится о его брате, но она не признается в этом. Вместо этого она беспокоится о своей безопасности. Она думает, что корона должна знать, что она прячется здесь, и в отсутствие Яна она может попытаться напасть на нее. Несмотря на то, что Лайон убеждает ее, что этого не произойдет, она не может не волноваться. Она думает, что проблемы с ее духом-хранителем связаны с короной и преступником по имени Лдао. Лян хочет позволить ей готовить, но внезапно он чувствует, как что-то летит в их сторону. Сиа падает на задницу, а Лян стоит на страже перед ней, лицом к лицу с гигантским демоном-пауком. Он говорит девушке бежать обратно в дом и позволить мужчине защитить ее. Но она пытается быть феминисткой. Однако одна атака Ляна разрубает камень позади нее пополам, и она быстро убегает обратно в безопасное место дома. Демон-паук нападает на Ляна, который просто подпрыгивает, чтобы увернуться от него, а затем бросает в него свои ножи, наполненные молниями. Ножи поражают демона мощным электрическим током, но этого недостаточно, чтобы нанести ему какой-либо серьезный урон. Затем паук швыряет паутину в Ляна, и он уклоняется от нее, только чтобы обнаружить, что она была острее и мощнее меча, когда прорезала его стену. Когда Лян отвлекся на Сиа, паук запустил в него паутиной. Но он решил принять удар в лоб. Он бросается к сетке, разрывает ее своим молниеносным ножом, а затем нападает на паука только для того, чтобы получить пощечину в кладовке. Сиа пытается помочь ему, но застревает в паутине, и королевский офицер, наблюдающий за этим, смеется, думая, что его победа несомненна. Ян говорит ему, что еще слишком рано считать это победой, потому что отчаянные ситуации выявляют истинную силу людей. Мужчина просто смеется над ним, когда его паук накрывает Сию своим шелком и затыкает ей рот, убедившись, что она даже не может попытаться вызвать своего духа-хранителя. Ну что же, Ям говорит ему, что он все равно никогда ничего не ожидал от женщины, и та, о чьем потенциале он говорил, была его родной брат. Внезапно Лиам делает фирменное движение, призывающее духов-хранителей, и вызывает рыцаря в стиле стимпанк по имени Тан Лююй. Он бросается к демону-пауку и одним ударом отрубает ему руку, прежде чем его дух наносит ему мощный удар. Паук понимает, что так ему не победить, и разбрасывает яйца у себя на спине по всему помещению, чтобы помочь ему сражаться. Лян говорит ему, что просто сделать это будет недостаточно, чтобы победить его. Он приказывает своему духу Лию, который вызывает переносную ракетную установку и затем поднимается в небо вместе со своим хозяином. Он запускает ракеты, которые взлетают вверх и сталкиваются, создавая духовную цепь. Лан заявляет, что он завершит бой своим лучшим ходом, а Рейн молниеносно атакует паука и его детей, собравшихся внизу. Грозовой дождь вызывает серию взрывов и превращает двор во что-то вроде моих местных дорог. Ся лишилась дара речи из-за этого, потому что все это время она думала, что Линк не был духом-носителем. А теперь внезапно он вызвал духа-хранителя из ниоткуда. Правда вскоре раскрывается, когда дух опускается на колени, а Линк вынимает свою батарейку. Он объясняет Сиа, что это просто мекха, которая работает на духовной руне, вероятно, как роботы-терминаторы, которые охотятся за ее жизнью. Сиа подавлена тем, что обычный ребенок без духовного опекуна сильнее ее, и она понимает, что это может быть потому, что она женщина. Она просит Лиэн сделать мекху и для нее тоже,
потому что ее духовный опекун, похоже, не появляется несмотря ни на что. Он просто отвечает, что позволять женщине обращаться с такими высокоуровневыми технологиями было бы опасно, и кроме того это полезно только против мелкой картошки фри. Леон объясняет, что функция Мекки ограничена, но дух-хранитель может расти вместе со своим хозяином и даже развиваться дальше. Шиа не уверена в этом и думает, что она прекрасно справится с Меккой, когда внезапно туда прибывают Ян и Сантанг. Пока Ян исправляет повреждения в своем доме с помощью Сучу, Сантанг говорит Сиайо, что дух-хранитель предназначен не только для того, чтобы сражаться. Он подобен другу и постоянной поддержке своего хозяина, и его можно вызвать только тогда, когда у них есть уровень взаимного уважения. Как только дух вызван, он становится ближе к своему хозяину и вместе становится сильнее. Затем Сантон говорит Сиа, что Краун охотится за духом ее хранителя, потому что он особенный. И если она хочет уберечь его от попадания в руки зла, она должна вызвать его как можно скорее. Сад нервно отвечает, что ей страшно каждый раз, когда она предстает перед духом своего хранителя, и что бы она ему ни говорила, он, похоже, ее не слушает. Сантани проявляет любопытство и спрашивает, есть ли еще что-нибудь необычное, и как раз в тот момент, когда она собирается ему рассказать, что ее дух скован цепями, Ян прерывает ее. Он говорит, что она не способна вызвать духа, потому что она неудачница, которая работает недостаточно усердно, и с завтрашнего дня он собирается удвоить ее тренировки. Она жалуется на это, но он отвечает, что у них не так много времени, потому что Корона, похоже, узнала о слабости обороны улицы демонов. Ян утверждает, что он не может продолжать защищать границу слишком долго, и рано или поздно она пришлет более могущественных существ, чем те, что были на улице демонов. Паук, чтобы поймать ее. Ян увеличивает интенсивность тренировок Сюй, и она продолжает делать шаги, чтобы призвать своего духа-хранителя. Довольно скоро это приводит ее в замешательство, и она начинает ссориться с ним. Сюй спрашивает Цзиня, как он может вызвать свой дух без резких жестов рукой, и тот отвечает, что у него тесная связь со своим духом и много духовной энергии. Эти жесты предназначены только для контроля духовной силы новичков, чтобы они могли вызвать духа, а он уже овладел контролем над своей силой, так что ему это не нужно. Тем временем Лян и Сантонг только вздыхают по поводу своего поведения. Сантонг говорит, что привел девочку сюда не только для ее обучения, но и ради Ян. Он знает, насколько тот нетерпелив, и вдобавок ко всему кажется, что он ослеплен своей силой и гордостью. Именно поэтому он хочет, чтобы мальчик узнал больше о себе, обучая другого человека. Лян спрашивает его, не делает ли он это для того, чтобы загладить свои прошлые поступки, и Сантонг отвечает, что он мало что помнит о прошлом. Прямо сейчас все, что его волнует, это то, чтобы Си вызвала своего духа-хранителя до того, как Корона найдет ее. Через некоторое время Янь отказывается от обучения Ся старомодным способом и думает, что они могут попробовать что-то более смелое. Он слышал, что ее дух проявил себя, чтобы защитить ее от Трака Куна, поэтому он решает извлечь из этого выгоду. Янь вызывает Сюйчу и велит ей забрать девочку и следовать за ним. Говорит, что сопротивление бесполезно, так как Сюйчу поднимает ее и следует за своим хозяином до самого края улицы демонов. Янь говорит, что это хорошее место для начала тренировок, потому что здесь много кровожадных призраков. Прежде чем бедная девочка успевает полностью понять, что он имеет в виду, Янь оставляет ее там и убегает из этого места вместе с Сучу. Ся в ужасе, и этот страх дает ей все необходимые стероиды, чтобы бежать быстрее Усейна Болта и в одно мгновение догнать велосипед Яна. Она не хочет умирать от рук призраков, и он отвечает, что ее дух-хранитель обязательно защитит ее. Он говорит ей, что если она не пойдет на этот риск, то наверняка умрет, когда королевская организация найдет ее. Затем Ям приказывает Сачу заставить девушку уйти от него и уезжает вдаль. Когда призраки начинают роиться вокруг Сиа, даже Сюйчу уходит и спускается на землю через портал. Сейчас она в ужасе и не может даже сделать жест, чтобы вызвать духа. К счастью, Ян, Лян и Сантонг находятся поблизости на случай, если что-нибудь случится. Призраки приближаются к Сиа, и она делает все возможное, чтобы увернуться от них и прогнать прочь. Один призрак подходит к ней сзади и хватает ее, а остальные прижимают ее к земле. Лян хочет помочь ей немедленно, но Ян говорит ему подождать еще немного. Шиа с каждым днем становится все ближе к смерти, и она кричит, чтобы кто-нибудь ей помог. Ее дух-хранитель вот-вот проснется и спасет ее задницу, как вдруг Ян и двое других мужчин налетают и отправляют призраков в полет. Они вмешались только потому, что почувствовали присутствие духа-хранителя Сиа и нашли причину, по которой он не мог выйти наружу. Он был связан чем-то, что называется цепью сердца, и только Сиа может разорвать эти цепи и освободить его как своего хозяина. Это может занять слишком много времени, чтобы сделать это самостоятельно, а Ям заявляет, что у них нет столько времени. На следующее утро Ян и Сантонг пьют чай, где Сантонг говорит, что единственный способ позволить Сии разорвать сердечную цепь и время – это позволить ей съесть ветка священного дерева пагоды возле его дома. Йен отказывается позволить ей это сделать, потому что дерево принадлежит его семье, и он не собирается позволять кому-либо использовать его в личных целях. Как раз в этот момент туда прибывает Ки и спрашивает, о чем они говорят. Сантонг выводит ее на улицу и говорит, что если она съест какую-либо часть священного дерева пагоды, которая впитывает духовную силу из атмосферы, то почувствует взрыв духовной силы внутри себя. Она разозлилась из-за того, что Ян не сказал ей об этом, и он сказал ей, что это
это не ее дело знать об этом. Сия говорит, что хочет немедленно съесть ветку дерева, но Ян отказывается ей это позволить. Он говорит, что она всегда выбирает кратчайший путь и убегает от практики. Он обвиняет ее в том, что она работает недостаточно усердно, точно так же, как миллиардеры говорят парням с минимальной зарплатой, работающим на них. Услышав это, она огрызается и говорит, что действительно усердно работает, а Ян должно быть слепой, если не видит этого. Он считает ее слова просто оправданиями и закрывает от нее дверь навсегда. Сантонг прекращает их ссору и говорит Яну спокойно подумать о своем выборе. Той ночью, когда Ян ложится в постель, Лян спрашивает его, может ли он просто забыть о том, что произошло в прошлом, и позволить безнадежной девушке съесть ветку дерева пагоды. Он отказывается это делать, потому что сила дерева косвенно привела их семью к краху. Лян понимает его доводы, но он думает, что возможно Ся сможет контролировать всплеск силы. Он доверяет ей, а Янь нет. Тем временем Икс сидит на краю холма в одиночестве, когда Сёнтэн беспокоит ее. Она обращается к нему как к бесплатному психотерапевту, потому что он частично ответственен за все ее проблемы. Шада начала сомневаться в себе после того, что Йен сказал ранее, и она думает, что она действительно трусиха. Санталин пытается убедить ее, что она усердно работает, но у них недостаточно времени, чтобы достичь результатов старым способом. Она спрашивает его, что ей следует делать в таком случае, и он просто говорит ей, чтобы она решила это сама, потому что это ее жизнь. Услышав его ответ, она впала в еще большую депрессию, потому что если бы она сделала лучший выбор в прошлом, ее бы здесь не было в таком состоянии. С этими словами Сантонг уходит, а несколько мгновений спустя Сид решает поближе взглянуть на священное дерево пагоды. Она обходит его кругами и находит табличку с именем, принадлежащую Яну и его брату. Это напомнило ему о его резких словах, сказанных ранее, и она решила не обращать на них внимания и украсть ветку со священного дерева пагоды. Она начала взбираться на дерево, думая обо всех неудачах в своей жизни, которые составляют по сути 80% от общего времени, которое она прожила. Однако, как только она добирается до ветки, Сесио действительно начинает думать, что она недостаточно старалась, и она всегда полагается на другие, обращаются за помощью. Она решает спуститься с дерева, ничего не украв, и решает усердно работать самостоятельно, чтобы освободить своего духа-хранителя. Ян, которая наблюдала за происходящим из окна, довольна, что сделала правильный выбор. После этого он возвращается в свою комнату, но внезапно чувствует беспокойство по всей улице демонов. Он выбегает на улицу, за ним следует Лян, и даже Сантон приходит туда. Они замечают, что в небе открывается иллюминатор, и человек из короны, который хочет похитить Се, находится там со всеми своими роботами. Он приказывает им проникнуть на улицу демонов и доставить девушку к нему любой ценой. Роботы беснуются на улицах и преследуют каждого идиота, который думал, что Э никогда не сможет захватить власть над человечеством. Все спасаются бегством, когда им надирают задницы, а Ся и Лян недоумевают, как корона могла открыть портал в небе. Янь говорит, что это даже не имеет значения, вызывает Сюйчу и велит ему закрыть портал. Лян тоже хочет присоединиться к акции, но Янь велит ему остаться и защищать Ся. Янь и Ксату Чу направляются в район, где роботы нападают на людей и быстро уничтожают их. Роботы не могут сравниться с Яном, и он поражает их комбинацией Stickman Legends, уничтожая огромное количество людей сразу. Вскоре он приближается к небесному порталу и, заглянув внутрь, обнаруживает, что корона проникла на улицу демонов, используя еще одна адская улица. Когда он собирается приблизиться к порталу и уничтожить его, он видит, как вдалеке открывается еще один портал. Янь окружен роботами, поэтому он говорит Сюйчу направиться ко второму отверстию и починить его, пока он разбирается с этим. Вернувшись на холм, Ся беспокоится, что Янь в опасности, и призывает Сантона помочь ему, но Лян говорит ей, что его брат довольно силен. Он думает, что у Яна не возникнет никаких проблем с незваными гостями, даже если в небе есть два портала. Он сам себя сглазил, сказав это, и рядом с ними открылся третий портал. Так что я больше не могу доверить это Ян и велит Сантону проявить себя полезным, когда она подталкивает его к третьему порталу. Когда Ян замечает новый портал, он решает использовать всю свою силу, чтобы быстро покончить со всем этим. Он высвобождает огонь, заключенный в его гигантском шланге, и отправляет атакующих его роботов в полет. Затем он извергает пламя, расправляясь со всеми роботами сразу и бросая вызов их боссу. Босс понимает, что не может бороться с ним, поэтому он уничтожает еще больше роботов, а сам убегает как крыса. В то время как Янь, Сюйцу и Сантонг сражаются на трех фронтах, Ся может беспокоиться только о них. Однако Лян замечает закономерность в открытии порталов и понимает, что следующий может открыться прямо за их домом. Он забирается на крышу и вызывает своего механического духа Лю Ю, чтобы тот устроил ловушку для врагов, когда они придут. Его предсказания настолько верны, что он может выиграть главный приз в любой лиге фэнтезийных видов спорта. Прямо рядом с его домом открывается портал, и Лан приказывает своему духу использовать их последнюю атаку и обрушить на них громовой дождь. Он атакует роботов на их базе, не давая им возможности даже войти на улицу демонов. Сантонг также выполнил свою задачу, и он
впечатлен способностями Леона. Сюй Чу также победил последних роботов, оставшихся на его стороне, и Янь последний, кто выиграл его битву. Сия, которая наблюдала за происходящим как за бесполезной декорацией, чувствует себя виноватой из-за того, что не смогла помочь. Когда Лиан пытается утешить ее, говоря, что они будут продолжать защищать ее даже в будущем, она впадает в еще большую депрессию. Она не хочет быть слабой женщиной, которая хочет, чтобы ее постоянно защищали мужчины. Сия говорит, что она бесполезна, и Йонерис, они как раз вовремя, чтобы сказать ей, что она права. Он говорит, что она была слишком слаба, чтобы оставаться в мире людей, и пришла на улицу демонов. И хотя она слишком стара, чтобы научиться управлять своим духом, она все еще пытается это сделать. Затем он похвалил ее, сказав, что несмотря на то, что она была слабой и бесполезной, она не сдалась. Но будучи женщиной, Сия ничего не могла слышать после того, как Ян назвал ее старой. Сувин Сантан приходит туда и замечает, что странная пара снова ссорится, и им обоим не нравится, что он отправляет они вместе. Затем он указывает, что несмотря на то, что на этот раз они победили злоумышленников, ясно, что Корона имеет возможность входить на улицу демонов, когда им заблагорассудится. Йен задается вопросом, как они могли использовать другие улицы ада, чтобы проникнуть на его территорию, и что делали другие лидеры. Сантан отправляется на дальнейшее расследование, но как только он входит в одни ворота, он обнаруживает, что выход в мир людей заблокирован. Тем временем у Лейнга тоже появляется идея, и он думает, что порталы расположены в 4 основных направлениях, и похоже, что они будут заблокированы. Используется для наложения какой-то печати. Ну что же, он снова сглазил себя, и внезапно все 4 портала выпустили мощный луч духовной энергии, который собрался прямо над Сия. Луч упал на землю, и Ям быстро отреагировал и спасся от удара. Однако это была не атака, а способ отправить скрытое оружие Короны в царство Ракшасов. Янь и Ся замечают перед собой демонического монстра-волка с 3 головами, и Фек Сюсюй предупреждает своего хозяина, что монстр действительно силен. Волк выглядит по-настоящему разъяренным, и когда он рычит, то начинает кричать сама. Она спрашивает, как такой могущественный монстр может проникнуть на улицу демонов, и Ян говорит, что в этом нет ничего страшного. Барьеры, окружающие адские улицы, не так уж трудно разрушить, и у такого могущественного монстра больше шансов сделать это, чем у более слабых существ. Однако снова считает, что монстр слишком туп, чтобы прорваться на улицу демонов в одиночку, и поблизости должен быть какой-то вдохновитель. Монстр мчится в город и начинает нападать на людей. Все убегают от него, но девушку, которая от страха прячется в переулке, обнаруживают. Благодаря ей монстр-волк собирается перекусить поздно вечером, когда Ян прибывает туда, чтобы противостоять ему. Монстр пытается напасть на него, но Ян отталкивает его прежде, чем у него появляется шанс что-либо сделать, и тем же самым ударом спасает девушку. Девушка напоминает ему Руту, девушку с нулевым объемом, и видя, что он отвлекся, монстр-волк атакует его огненным дыханием. К счастью, Ксуцу спасает его, а Ян говорит девушке убегать и прятаться. Ся и Лян наблюдают за этой дракой издалека, и Лян говорит, что его брат защищал улицу демонов с самого начала. И именно поэтому он злится всякий раз, когда кто-то пытается что-то затеять с его стороны. Деревня. В центре города Янь и Сюйчу сражаются с огнедышащим волком-монстром. Он атакует Сюйчу огненным дыханием, но ему удается блокировать его, и тогда Янь нападает на волка, прежде чем тот успевает использовать еще одно огненное дыхание. Однако он всего лишь один человек, а у волка 3 головы, так что сделать это немного сложно. Из-за битвы один из духов, прячущихся поблизости, теряет всякую надежду на будущее и внезапно превращается в злого духа. Он нападает на женщину, стоящую рядом с ним, но, к счастью, Янно вовремя промахивается и удерживает мужчину, чтобы другие могли убежать. Тем временем урон от атак волка становится все более серьезным, отправляя все больше духов на темную сторону. Ян не позволит этому случиться, и поэтому он сам создает портал и просит Чучу приготовиться к переменам на поле боя. Ян стреляет в собаку своим шлангом, раздражая ее настолько, что она следует за ним в портал. Чу-Чу также следует за ними, и портал закрывается. Они попадают в пустыню, где Ян и его дух-хранитель могут использовать свою силу, не сдерживаясь. Си рад, что улица демонов больше не пострадает, но внезапно Ли Ян чувствует приближающуюся атаку. Он быстро парирует ее, прежде чем попросить нападавшего показаться. Представитель Короны выходит вперед и представляется как Хейл, самый сильный рыцарь в группе. Достаточно одного взгляда на него, и Лэнг может сказать, что ему запрещено приближаться к школам ближе, чем на 500 миль. Даже сейчас я могу сказать, что он из тех парней, которые проталкивают пропаганду ЛГБТ в школьные учебники, и она сразу же возненавидит его за это. Хейл говорит, что он здесь ради ее духа-хранителя, и чтобы добраться до нее, ему пришлось преодолеть 4 разных улицы здоровья. Пока он продолжает свой злобный монолог, Лян внезапно нападает на него, заявляя, что он никому не позволит причинить вред шиитам или этому месту. Хейл просто смеется над его уверенностью и говорит ему, что он только что победил 4 лидеров, которые все сильнее его. Лян сейчас нервничает, но он не собирается сдаваться и снова вызывает Лю Юя. Хейл просто посмеивается над ним, говоря, что он знает о силе и ограничениях своего меха. Он знает, что Лю Юй может использовать свою конечную атаку только 1 раз в день,
что он уже сделал. Он смеется и говорит, что теперь битва дается ему довольно легко и ему не нужно ни о чем беспокоиться. С другой стороны, Ян и Тацуо Чу вот-вот набросятся на волка, который нападет на него первым. Шу Цу перехватывает его атаку своим гигантским леденцом и отбивает ее, но волк все равно поражает его огненным дыханием в упор. Шу Чу продолжает отвлекать волка и дает Яню время для мощной атаки, которая сметает его с лица земли. Однако эта атака не наносит большого урона волку, вероятно потому, что он также является монстром огненной стихии, но Ян просто слишком туп, чтобы заметить это. Он приказывает Эксуцу присоединиться к нему, чтобы они могли пометить волка с обеих сторон и выяснить его слабость. Они бегут навстречу волку, причем Янь атакует спереди, а Сю Цу сзади, но не извращенным способом. Волк понимает, что на него напали, и быстро нападает на Сюэ Сью, но Ян спасает его, выстрелив в монстра из огнеметной пушки. Он воссоединяется со своим хозяином и благодарит его за спасение своей задницы, и вместе они задаются вопросом о слабом месте монстра. Они снова нападают на него, и Сяо Джу Цу отвлекает монстра гигантским леденцом на палочке, в то время как Ян прыгает на него и ломает один из его зубов. После этого они отходят назад и принимают замечание Шу о том, что волк ни разу не открыл глаза с тех пор, как они начали драться, но он все еще может точно отслеживать их передвижение. Ян отвечает, что это должно быть потому, что у монстра острый слух и нюх, которыми обладает большинство собак. Сюй Цу спрашивает его, что им теперь делать, и он отвечает, что заманил монстра в эту пустыню, потому что это особое измерение, которое является забытым концом всего ада улицы. Там есть порталы на каждую адскую улицу, и Ян думает, что волк не сможет учуять их запах, если они воспользуются этими порталами, чтобы напасть на него. Он приказывает Сюй Сюю заманить монстра, и тот убегает, волоча свою булаву по земле. Волк следует за ним, а Янь скачет на нем верхом, чтобы предсказать, что он собирается делать дальше. Волк выдыхает огонь в Сюй Чу, который исчезает в портале, а затем Ян атакует волка сверху, прежде чем прыгнуть в портал над головой. Он добирается до другой адской улицы и оттуда стреляет в волка, но тот уворачивается и убегает. Ян и Су Чу преследуют его в большем количестве измерений, чем исследовал Доктор Стрэндж в своем фильме, одновременно совершая неожиданные нападения на него. В конце концов они возвращают его обратно в пустыню, но там замечают, что раны на волке заживают сами по себе. Они понимают, что волк на самом деле является духом-хранителем, который может исцелять свои раны, используя духовную энергию. И единственный способ победить его – убить духа-носителя. Тем временем на улице демонов Лян находится в невыгодном положении в своей борьбе с Хейлом, и Сия выходит, чтобы побеспокоиться за него. Он говорит ей спрятаться где-нибудь, где она не будет ему помехой, если подчинится. Хейл выходит вперед, насмехаясь над мальчиком за то, что он слишком слаб, и он подпрыгивает в воздух, используя помощь своей меки, и бросает в него ножи. Хейл быстро уворачивается от них и оказывается позади лежащего, даже не успев моргнуть. Лиам каким-то образом уворачивается от него с помощью своей меки, но ему наносится слишком большой урон, чтобы двигаться. Хейл говорит ему отдать бесполезную девочку ему, и он сохранит ему жизнь, но Лян не собирается этого делать. Он бросается на странного злодея, но получает по заднице от его приемов кунг-фу. Не видя другого выхода, он говорит Сии съесть части священного дерева пагоды, чтобы она могла освободить своего духа-хранителя и сразиться со злодеем. Она послушалась его и побежала к дереву, но затем струсила, так как подумала, что Янь не обрадуется, и спросит, она должна заплатить своим телом. Лян советует бесполезным поторопиться, потому что быть рабом его брата будет лучше, чем лабораторной крысой для Хейла и его группы. Она понимает и сдирает немного коры со священного дерева. Она относится к нему как к запрещенной плитке шоколада, и это так же ужасно, как в первый раз, когда она подарила своему дяде гуак-гуак 2000 года выпуска. Однако кора священного дерева подействовала, и внезапно Сия начала переполняться духовной энергией. Ее дух-хранитель получает энергию и освобождается от своих цепей. Сия кричит, когда из ее тела высвобождается безумное количество духовной энергии, которая освещает всю улицу демона. Всех уносит ударной волной, возникающей в результате этой энергии, и появляется ее духовный хранитель. Он полностью вышел из-под контроля, и Сия думает, что это из-за того, что он слишком долго был прикован. Однако, когда дух начинает стрелять лазерными пушками из своей пасти, она понимает, что им всем крышка. Внезапно огненный шар попадает духу в голову, и он приходит в еще большее возбуждение. Он оборачивается, чтобы посмотреть, кто посмел его ударить, а когда никого не находит, просто атакует священное дерево. Его лазерная пушка заставляет дерево взорваться, а затем осколки от взрыва собираются вместе и образуют огромный небесный луч. Жители улицы демона могут только смотреть на небесный луч, но недолго, так как луч начинает засасывать их, как черная дыра. Их засасывает в столб света, и Сия может только кричать о том, что происходит. Хёйл дает ей ответ, говоря, что священное дерево служит границей между миром призраков и адской улицей, и теперь, когда его больше нет, духи получат прямой доступ в мир призраков. Царство призраков без каких-либо документов. Он говорит, что теперь из-за этого пострадают оба мира, и просит Зию пойти с ним, если она хочет жить. Она слишком глупа, чтобы принимать решения самостоятельно, и смотрит на Лиана, но обнаруживает, что он слишком занят, цепляясь за скалу, чтобы спасти свою дорогую жизнь. Осознание того, что лжет не человек, а дух, поражает ее как грузовик, и она идет к нему, чтобы защитить его. Он теряет хватку за камень и улетает, но в последний момент она хватает его за руку. Она обещает
обещает оберегать его, кем бы он ни был. Сюа задается вопросом, где же Ян, когда он им действительно нужен, но он слишком занят, разбираясь с трехголовым волком, обладающим целебным фактором Дэдпула. Он велит Сюйчу окружить волка огненным кругом, чтобы он мог покончить с ним своей самой мощной атакой. Дух ночи подчиняется и создает огненный круг вокруг волка. Ян вскакивает, чтобы запустить в него своей высшей духовной пушкой, но затем внезапно волк исчезает, так как вдалеке виден столб света. Ян задается вопросом, что происходит, и зовет Сюй-Сюя, но обнаруживает, что его поблизости нет. Он пытается вернуться домой с помощью портала, но вместо этого попадает в мир смертных. Он использует другой портал и попадает в китайскую версию русалочки. Он наконец осознает, что пространство искажено и ненормально, как у моего бывшего пьяницы, и у него нет возможности вернуться домой. Он только хочет, чтобы его брат был в безопасности, который изо всех сил старается убраться в Сиа, чтобы его не засосало в мир призраков. Тем временем дух берсерка Сиа еще не успокоился, и Хейл приближается к нему, пытаясь привлечь его на свою сторону. Однако дух испускает прилив энергии, который сбивает его с ног, но поскольку он извращенец, ему это нравится. Внезапно его хватка на камне ослабевает, и ей приходится отпустить его. Она каким-то образом продолжает держаться за руку Ляна, но Хейл видит свой шанс и подставляет ей подножку, от чего она тоже летит. С другой стороны, Ян открывает портал, который ведет в комнату, увешанную талисманами, и находит Сантонга, стоящего на коленях на полу. Он спрашивает его, какого черта он здесь делает, когда на улице демонов такой бардак. Однако, когда он дотрагивается до него, Сантонг падает, и Ян понимает, что все это время был мертв. Ян находит какие-то странные знаки под талисманом, разложенным на полу, и очищает их, чтобы увидеть сообщение от Сантона, в котором утверждается, что он попал в засаду и был тяжело ранен. Он пишет, что корона не единственная сила, которая бросает вызов власти царства призраков, потому что третья сила также имеет воскрес. Ян понимает, что Сантонг, которого он видел в последние несколько месяцев, самозванец, и немедленно бросается обратно к порталу, из которого он пришел. Вернувшись на улицу демонов, Сиа все еще не попала в царство призраков, потому что в последний момент схватила Хейла за волосы. Он говорит ей отпустить его, но когда она не слушает, он нападает на Лиэн. Она теряет над ним контроль и изо всех сил пытается дотянуться до него, когда его засасывает в балку. Но это бесполезно. Однако именно в этот момент появляется Ян, чтобы спасти положение. Он хватает своего брата за руку и притягивает его ближе, обещая, что никогда его не отпустит. «Умри снова». Ся расплакался, увидев это, и тогда Ян спрашивает Ляна, что происходит. Он объясняет, что не смог справиться с градом и попросил Ся съесть кору священного дерева, но ее дух все испортил и уничтожил это проклятое дерево. Янь зол на нее, но он просто просит ее присмотреть за Ляном, когда он отправляется на встречу с этим странным злодеем. Хюэл смеется над ним, когда он заявляет, что покажет ему истинную силу духа носителя высокого уровня, и призывает трехголового волка, который был его другом. Дух. Он использует запрещенную технику и становится единым целым со своим духом, но Ян только говорит, что в таком виде его будет легче победить. Хюэл немедленно атакует его и отталкивает назад. Ян сталкивается с выстрелом из духовной пушки, но Хюэл отклоняет его в сторону духа Си, который приходит в ярость и использует против него свою лазерную пушку. К счастью, Сюйчу прибывает как раз вовремя, чтобы защитить своего хозяина. Эн велит ему справиться с духом берсерка, пока он разбирается с нечестивым союзом человека и зверя. Сюйчу бросается к духу Сии, блокирует его лазерную пушку и наносит несколько сильных ударов, в то время как Хейл атакует Яма на полной скорости. Он просто уклоняется от атак волка и даже умудряется оттолкнуть его назад. Однако Хейл использует свою темную духовную энергию, чтобы атаковать его, и даже после того, как Янна блокирует его, она подбрасывается высоко в небо. Хейл мгновенно тянется к нему сзади, швыряет его на землю, называя его разочарованием. Однако это было ошибкой, так как бинты вокруг члена Яна уже начали разматываться, показывая, что это древний артефакт, принадлежащий его семье. Ян использует его, чтобы приказать своему второму духу-хранителю проявить себя. Сейчас он лежит на спине, так как понимает, что Ян – особый человек, называемый телом воина, который может командовать более чем одним духом. Ян говорит ему расслабиться, потому что он не собирается сражаться со своим духом, потому что он вызвал его только для того, чтобы сразиться с парнем-берсерком на заднем плане. По его сигналу второй дух бросается на помощь Сучу, и Ян заявляет, что теперь он может сражаться в полную силу. Он атакует Хейла и держит его в напряжении, в то время как его духи бьют по духу Сии с обеих сторон. Дух Берсерк пытается показать несколько приемов кунг-фу, чтобы сразиться с ними обоими, но это бесполезно перед двумя более крупными и сильными парнями. В отчаянии он стреляет из своей лазерной пушки во все стороны, чуть не задев Яна. Используя этот шанс, Хейл пытается наброситься на него, но второй дух Яна приходит ему на помощь и повергает гибридного злодея на землю. Затем он наносит удар со всей силы, и Хейл так напуган, что отделяется от своего духа. Дух Яна номер 2 прижимает волка к земле, а затем готовится позаботиться о злодее, но затем Ян говорит ему пойти и поддержать Сюйчу, у которого случился приступ. Трудное время. Он подчиняется и уходит, а затем Ян подходит к перепуганному Хейлу и говорит ему, что у него нет шансов победить его, потому что у него не просто 2 духа-хранителя, а целых 7. Услышав это, Хейл обмочился в штаны и оседлал своего волка, чтобы сбежать. Сия велит Яну следовать за ним, а тот отвечает,
замечает, что у него недостаточно энергии, чтобы вызвать двух духов и преследовать кого-то одновременно. Он думает, что контролировать дух берсерка Сиа тоже будет сложнее, чем он ожидал, но затем внезапно фальшивый Сантон делает свое дело. Внешний вид. Он отправляет талисманы в небо и вызывает духа с помощью гигантского горшка. Дух спрыгивает вниз и накрывает своим гигантским горшком небесный луч, закрывая его и останавливая всасывание духов в царство призраков. Ся спрашивает его, почему он так опаздывает, и Янь говорит ей, что он не настоящий Сантонг, а человек, который убил его. Фальшивый Сантонг просто смеется над тем, что его разоблачили, но он не возражает, потому что он уже получил то, что хотел, уничтожив священное дерево. Сия чувствует вину за то, что ее использовали в качестве инструмента для плана фальшивого Сантонга, но он говорит ей, что она должна быть благодарна, что он, по крайней мере, сделал ее полезной. Затем он рассказывает, что священное дерево пагоды можно восстановить, собрав части 3 других священных деревьев, которые спрятаны на других улицах ада. Он собирается уходить, но Ян останавливает его. Фальшивый Сантонг говорит ему, что он не в состоянии сражаться с ним после того, как объединил двух своих духов-хранителей. Внезапно восходит солнце, и когда солнечные лучи попадают на дух Сии, темная энергия внутри него высвобождается, и он разрушается, превращаясь в обычного духа. Сев нервно приближается к нему, но когда он встает, впадает в панику. Дух нежно ласкает ее, говоря, что она похожа на кого-то, кого он когда-то знал, и Зип не понимает, к чему он клонит. Внезапно она бросает взгляд на Яна, который изо всех сил пытается даже встать, и немедленно просит своего духа дать ему эликсир возрождения. Дух говорит ей, что на создание эликсира ушли 1000 лет, но он отдал его кому-то другому много лет назад. Сантан не проявляет к ним никакого интереса, так как у духа больше нет эликсира, и он говорит Сяо, прежде чем убежать. Янь ворчит, потому что они помогли Сие просто так, и она может только извиниться перед Лианг, которую сейчас невозможно оживить. Он просто улыбается и говорит ей, что это хорошая новость, потому что без эликсира корона не будет преследовать ее, и она может вернуться домой и жить нормальной жизнью. Однако Сара отказывается это делать и заявляет, что она восстановит священное дерево пагоды, потому что именно ее дух-хранитель уничтожил его. Она приносит извинения братьям, а затем ее дух заявляет, что вы всегда будете рядом с ней и защитите ее. Она спрашивает, как его зовут, и он отвечает, что его зовут Ли Сюань Юань. Позже вечером Янь и Лян сидят на крыше и обсуждают, как на самом деле Сия планирует отремонтировать священное дерево пагоды. Лян говорит своему брату пойти с ней, пока он будет охранять улицу демонов. Ян отказывается, говоря, что не хочет снова оставлять его одного, и вспоминает, чем все закончилось в прошлом. Однако Лян убеждает его пойти посмотреть мир вместе с Сия, потому что в будущем их могут ожидать более опасные вещи. На следующее утро, когда Сия готовится отправиться на свою миссию, она находит Яна в забавных доспехах. Она смеется, когда спрашивает его, не планирует ли он что-нибудь косплеить, и он говорит ей, что это психическая броня, сделанная из сил его духов-хранителей, которые они будут прятать его, когда они посетят другие адские улицы. Он говорит Море Оф создать броню и для себя, и она просит своего духа сделать это. Он подчиняется и создает для нее специальную броню. Но прежде чем сделать это, вся одежда Сия взрывается, открывая братьям-девственницам незабываемое зрелище. Ся в ярости на своего духа за то, что он был таким невнимательным, и он извиняется, потому что думал, что она мальчик, так как она слишком плоская. Она уходит, надувшись, и Янь говорит своему брату, что он тоже сейчас уйдет. Перед уходом он вручает ему ожерелье, которое является удостоверением личности лидера. Лян говорит, что он дух, и согласно правилам мира призраков, он не может стать лидером. Энни заботится о правилах и надевает на себя ожерелье, говоря ему, что теперь он мужчина в доме. Он уходит вместе с Сиа, но затем резко останавливается и бросается обратно к Ляну, который протягивает ему палец. Ян нежно держит его всей рукой. Это напоминает ему о тех временах, когда он держал палец своего старшего брата, и ему кажется странным, что он стал намного больше, и сейчас я старше его. Ян говорит Лиэн, чтобы она подождала его, и отправляется в свое путешествие вместе с Сиа.